Хоу-хоу-хоу. Сколько же разборов локаций позади? Осталось всего-то немножко. Сегодня я хотел бы проверить локацию, в которой я сделал 5000 уровней БП в прошлом сезоне. Но вопрос в том, актуальна ли она сейчас? Как многие догадались, это локация Могильник. Без преувеличения, до перестройки это была топ-1 локация для фарма БП. Но что же с ней стало сейчас? И актуальна ли она еще? Сегодня мы это и проверим. Аналогом за бандитов выступит мертвый город, результаты в котором будут такие же, как в Могильнике. Король решил вернуться и проверить свои владения. Итак, начну с закупа. Беру на плотный фарм, снаряга как и раньше, СТС-очка Сатурик. И, пожалуй, возьму с собой еще один схрон. Больше в принципе не нужно. Что же касается структуры фарма, то она немного изменилась. Раньше акцент был на боссах. Но так как сейчас их убрали, приоритетом я ставлю зомби и кровососов, потом кабанов, снорков и плотей. А тушканов вообще не фармлю. Собак лишь тогда, когда по дороге попадаются. И не дают спавниться спотам кабанов и плотей. А, кстати, еще после этого посмотрим, сколько получится фармить на армах, аналогом которых за бандитов будет путь дураков. В общем, перейдем к забегам. Итак, первый забег начался с пустого могильника, как мне на первый взгляд показалось. Поэтому я спокойно и методично ликвидировал один спот за другим. Подфармив так минуток 8, я заметил, что спотов стало значительно меньше. Потом я натыкался на разные двоечки. Ну ладно, подумал я, средняя конкуренция, ничего страшного, это еще можно фармить. Что я и делал. Но теперь не фармил спокойно, как раньше, а выбирал только приоритетные области, где больше сосычей или зомби. Но потом начали попадаться и троечки. Я вообще думал, это забытая локация должна была бы быть после условного нерфа ее. В общем, фарма становилась все меньше и меньше, поэтому я пошел на вынос, где у меня вышло 91 запечатанный опыт. Но по деньгам без боссов тут уже много не пофармишь. Второй и третий забеги были аналогичными. Людей хоть и пришло пофармить, но по крайней мере споты еще были. Не то что раньше до перестройки. Постоянно бегали троечки и больше, и это было опасно, потому что здесь часто бывают бандосы. Кто? Где? А ну-ка еще отсюда. В общем, за второй вышло 86 запечаток, а за третий 95. В целом, на все забеги у меня ушло по 20 минут. А за час получилось 272 запечатки, что равно почти 7 уровням. И за сами споты вышло 2 уровня. В итоге 9 уровней за час и около 300 тысяч денег. Что, если честно, маловато в сравнении с тем, что здесь когда-то можно было делать. Да, в этот раз я фармился не в идеальных условиях, так что можно еще один уровень накинуть. И получится 10 уровней за час на могильнике на мостах и на АФК. Это максимум, который теперь тут можно иметь, что прискорбно. Владение короля больше не приносит былого профита. Еще я бы отметил тот факт, что на могильник часто приходят ПКшеры, впрочем, как и в мертвый город. Я скажу, что их даже стало больше, чем тогда, когда здесь были боссы и локации постоянно были забитыми. Да и проблема могильника не только в этом. Есть две причины, почему это заруиненная локация. Первая. Убрали базу. Из-за этого на каждый забег приходится по 3 минуты лишнего бега. Да и плюс это теперь не очень безопасно, так как выносить приходится через армы, где часто ПКшеры. Можно, конечно, и выносить через лес-бар, но там тоже бывают додики на переходе. И плюс там дольше по времени выходит. Вторая причина это то, что убрали боссов, с которых жирно сыпало и денег, и опыта. Вот так вот. Поэтому могильник не актуален. Так как и опыта мало, и конкуренция, и опасность. Не отходя от темы, скажу пару слов об армах и путях дураков. Эти локации еще хуже, чем могильник, так как там споты намного дальше друг от друга, и их меньше. Да и плюсом там в несколько раз больше ПКшат, чем в могильнике. Там, можно сказать, сутками бегают додики. Правда, я не понимаю, нахера ПКшить такие лоу-локации на фулл мостах. Чел приходит ПКшить ради 50 тысяч валюты за полчаса. Это бредятина. В общем, подводя итоги, скажу, что сейчас, к сожалению, могильник, мертвый город, армы и путь дураков уже не актуальны по фарму БП. Да и денег в принципе тоже. Слишком мало дают и очень часто ПКшат. Самые лучшие южные локации по фарму БП и безопасности — это, я считаю, Черные Ивы и Агрокомплекс. Ну или ночная пустая свалка.
Итак, друзья, у нас уже почти разобраны все локации. Осталась яма, кордон, лес и болото. Обзор на какую вы бы хотели видеть в следующем ролике. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Еще увидимся.